Сегодня хороший парень с пушкой. 2022 год. Автор сценария и режиссер Джон Мосман. В ролях Бек Нолан, Джек Кейн и Тиффани Бэдвелл. Дэн Уоллер. Бюджет и сборы я не нашла. Вообще очень мало информации об этом фильме. Известных актеров нет. Очень странный фильм, но мне почему-то понравился. Сюжет. Мама с сыном из Чикаго едут на авто в какую-то деревню в штате Иллинойс. Подготовить к продаже дом отца, мужа. Муж вечером после ссоры с женой вышел погулять и стал свидетелем, как преступник выхватил сумку у женщины и бросился бежать. Муж за ним. В тупике молодой преступник вытащил пистолет и застрелил мужа и отца. Я так поняла, что молодой человек, по сути подросток лет 15, без желания и цели слегка раздражал маму. В процессе они знакомятся с соседом, а у него сын гей лет 18. Так наш главный герой как бы заводит дружбу с этим сыном и попадает в некое как бы сообщество расистов. Руководит молодежью отец еще одного подростка. Так как главный герой обмолвился, что неплохо знает химию, к нему обратились с просьбой изготовить взрывчатку, якобы для производственных целей очистить какую-то дорогу, но потом выяснилось, что целью была церковь и не одна. И так случилось, что в один прекрасный день главный герой с другом геем обсуждали это, и стало понятно, что ни тот, ни другой не хотят этого. Но тут появился расист-наставник, в процессе драки этот расист был убит другом геем из пистолета, принесенного главным героем из дома. Пистолет Маузер, Второй мировой, принадлежавший дедушке главного героя. В панике они стали думать, звонить 911 или не звонить. В итоге главный герой убеждает друга, что надо соврать, а иначе 18-летнего друга посадят на пожизненный срок. А убитый был преступником, в планах которого была организация серии терактов в церквях, где были сотни прихожан. Откуда такое название фильма? Оказывается, есть такой Уэн Лапьер, американский лоббист в защиту прав на оружие, который был генеральным директором и исполнительным вице-президентом Национальной стрелковой ассоциации Америки, должность, которую он занимал с 1991 по 2024 год. Лапьер подвергался критике на протяжении всей своей карьеры из-за того, что было воспринято как спорное заявление, которое в 2012 году заявил, что единственный способ остановить плохого парня с пистолетом – это хороший парень с пистолетом. Извечный спор в США. Свободная продажа оружия – это нескончаемый поток преступлений или право граждан на самооборону. Нет однозначного ответа. С одной стороны, не было бы оружия, не было бы преступления, а с другой стороны, не останови он преступника, неизвестно, чем бы все закончилось. Может, убитый их бы покалечил или убил. И вообще, почему оборонявшиеся должны быть наказаны? Он первый на них напал, за что и поплатился. По-моему, все по-честному. А еще это история взросления подростка. Начало фильма. Главный герой развалился на заднем сиденье, уставившись в телефон, который вроде горюет о смерти отца и не хочет учиться водить машину. В финале сын за рулем по-взрослому берет руку матери, прижимает к груди, словно утешая. Все будет хорошо. Я как-то упустил, что кому-то 15, кому-то 18. Весь фильм думал, что они ровесники. Про расизм тоже не понял. Там однажды в разговоре упоминались черные, но расизма я не прочувствовал. А потом про них и не говорили больше. Про Маузер интересный момент. Я смотрел фильм на русском на ютубе. Был коммент, что это не Маузер, а Вальтер. Я проверил, действительно есть Вальтер П-38, который именно так выглядит. Если искать Маузер П-38, ничего не находится. Вроде. Я подумал, возможно, перевели неправильно, как часто бывает, Вторая мировая. Маузер как-то знакомо звучит для нашего зрителя. Думал, может, перепутали с Марузен П-38. Копия, но пневматическая. Однако оказалось, что Маузер тоже производил эту модель. Вот так вот. Просто еще одно подтверждение, что не шарящие до конца люди любят писать в комментах всякую хрень. Ну и, кстати, посмотреть онлайн в оригинале этот фильм негде, то есть правообладатели бдят. А на русском они как-то профукали. Тоже интересный момент. На Rotten Tomatoes 100% положительные отзывы. Я думал, такого не бывает. Просто фильм новый и мало кто его видел. Всего 6 отзывов, 5 поставили пятерки, 1 четверочку. У меня ощущение, что фильм ни о чем. Вроде и произошло что-то значимое, но какого-то всплеска эмоций не было. И впечатление на протяжении всего фильма ровное, я бы сказал. Но было интересно. Из того, что запомнилось, это тот самый Маузер, который зачем-то закопали вместе с трупом. Очень странно. Насколько нужно быть тупым, чтобы так сделать? Еще поверхностное захоронение. Я не знаю, лом что ли надо было взять, чтобы копать легче было. Но надо было постараться поглубже яму выкопать. Мы никогда этого не узнаем, но я полагаю, что тело будет найдено. Может, животное раскопает. Может, перемещение грунта постепенно будет происходить каким-то образом, но оно обнажится.
а вместе с ним оружие, которое укажет на главного героя. Мне кажется, в контексте данного фильма это не важно. Будет найден труп, не будет. Последует ли наказание за преступление. Мне кажется, фильм немножко о другом. Ну, тем не менее, я всем его рекомендую. На сегодня все. Всем пока. Пока.